Вот ты моя прелесть. 2 месяца ты меня ждала. И дождалась. Сейчас я тебя почищу. На рабочий стол. Вот так. Всем привет! Вы на канале iModelist и с вами я, Виталий Новиков. Предпоследняя часть видео сборки Ан-225. И начинаю я ее снова с борьбой с правой частью крыла. Раз четвертый уже. На данный момент мне провал не нравится, буду его исправлять. Опять шпаклевка, причем совсем не жалея. Акселератор, потому что хочется быстро. Шпаклевка застывает мгновенно. Можно и наждачить теперь. Вода обязательно. Экономия материала, меньше пыли, и мне кажется, что так быстрее, чем без воды. Короче, я шлифую с водой. Наждачные губки разной грубости. Начинаю с самой грубой. Потом менее грубой. Еще менее. Бесявое дело, конечно, но надо. Расшивку, ясное дело, я убил снова. И опять восстанавливаю. Скрайбер мне в помощь. А еще мне в помощь липкая, толстая и прозрачная лента. Ну, вроде все. Восстанавливаю слой грунтовки. И заново все. Меняю шпаклевку и наношу жирную змейку. Процесс шлифовки разрешите вам не показывать. И еще раз скрайбер. Ну, наконец-то можно покраской заняться. Красить буду в обратном порядке. Базовый цвет будет самый последний. Начну за консолу крыла, они красные. Передняя часть фюзеляжа темно-серая. На нижней части фюзеляжа есть две панели цвета вороненая сталь. И хвостовая часть алюминий.
Противообледенительные поверхности крашу также в алюминий. На фотографиях четко видно, что разные секции разного оттенка. Делаю как на фотографиях. Две ближние к фюзеляжу секции блестят как кот. Ну, как у кота, вы понимаете. Крашу самым ярким оттенком. На выходе получилось ровно и красиво. Но будет одно но. А красочные маски на данные поверхности беру готовые от фирмы KV Models. И понимаю, что что-то не так. А так, что я стер с жизни одну секцию, когда стыком крыла занимался. Тут очень много матерных ругательных слов прозвучало, не на камеру, естественно. Но что делать? Надо исправлять. Убираю расшивку. Вне камеры нарезал новую. Краску себя нашел вот такую, фирма Акан. Сколько лет, не знаю, но надо узнать. А как узнать? Да, конечно же, позвонить господину Аканихину. Алло, Сань, привет. Виталь, привет. Слушай, а подскажи, а сколько этому флакону лет? Я, как помню, покупал лет 20 назад, наверное. Ты знаешь, это было еще до твоего сотрудничества со мной. Ну вот. То Живая. есть и этому флакону больше 15 лет. Сколько? Ну, это раньше 10-го года, скажем так. О, отлично. Ну, живая краска-то, слушай. Не живая, понимаешь, вот некоторые говорят, что наоборот погибает там рано. Не- Ну, как бы хрен ее знает. Не знаю, у меня живая, лет 15 точно. Все. Ну, я думаю, да, потому что я с ними работаю где-то с примерно 7-го года. С 6-го, 7-го. Ну вот и узнал. Лет 12 минимум. Краска живая. Ну, погнал. Слоев будет много, а работы часов будет еще больше. Пока слой краски сохнет, начинаю заниматься колесами. Из набора колеса невзрачные. Есть облой. Но у меня-то есть набор смоляных колес. Ставить буду их. В этом же наборе есть и фототравление, и окрасочные маски. Аккуратно и нежно откусываю деталь от, ну как его назвать-то, от шпенька. Заметьте, что кусачки использую самые дурацкие, самые дешевые. Ну, дорогие для такой работы просто жалко. Места скуса обрабатываю наждачной пилкой. Колес много, как вы видите. Но обрабатывается материал легко. Нужно только от количества, опять же, колес этих.
Окрашиваю их из аэрографа в цвет старая резина. Грунтовать не стал, подумал, что нефиг. Для покраски диска колес, самое простое — это маски, так быстрее всего. Маска из набора со смоляными колесами меня очень сильно удивила. А удивила она своим внутренним диаметром. В итоге использую маски от KV Models, а они в размер нужный. Чтобы не укутывать все колесо, беру самый дорогой мой аксессуар — линейку с кругами. Цвет диска — алюминий. Теперь вот все хорошо. На всякий случай, не знаю какой, правда, но есть лишних, или запасных вроде 2 колеса, а вроде даже 3. С колесами все. Убираю обратно, но они теперь уже благородные. Тем временем краска давно высохла, и перед нанесением лака шлифую поверхность 12-тысячной наждачкой. Очень фирменной тряпочкой от DSPI убираю пыль рабочую. Снимаю маски. В 2 местах что-то пошло не так. Подкрашивать нужно однозначно. Все исправил, и теперь нужно лачить. Но сначала убираю пыль. Глянцевый лак мне в помощь. Он нужен как подложка для декалей, они переносятся легче и меньше блестеть потом будут. Надо. Декали. Декали родной звездовской у меня нет, но есть еще лучше от фирмы Бегемот. Вариантов здесь полно, но интересные для меня 2. Это с бортовым номером 387, который Буран возил, и следующий под номером 410, который уже без Бурана.
но советской ливреей. 387 есть у каждого моделиста, которого делал Мрию, а 410 ни разу не видел. Делать буду его. Что мне нужно? Жидкость от Tamiya, ну или какая-то другая жидкость, нож, вода, ножницы, зубочистка и ватные палочки. Процесс всем известный. Декаль в воду секунд на 30. Поверхность, куда наносится декаль, обрабатывается жидкостью, у меня от Tamiya. Переводится декаль. Смачивается жидкостью. И декаль ставится на место. Убирается влага. Ну и все. Дальше жидкость поменял на от АК Interactive. Она давно у меня есть, но я почему-то ни разу не пробовал. Нашел косяк в декалях, не обнаружил тире на номере. А это жесткий косяк, номер огромный. Вырезал его из буквы А. Ну или по-русски читать R. Ну и шаг за шагом, не спеша, в течение нескольких дней получилось у меня вот так. Самая сложная часть, угадайте какая? Ну, это красная полоса, естественно. Еще раз покрываю лаком, глянцевым лаком. И на этом позвольте откланяться. Еще впереди будет заключительная серия, где буду собирать двигатели, а их целых 6 аж. Заниматься шасси, класть смывку. Работа еще есть, и работы еще немало. Если найдете какие-либо ошибки, просьба написать комментарий к видео. Может, ну если шанс уже будет, то исправлю. До скорой встречи. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.